Такой сдобный пирог с ягодами мы будем делать на сливках. Сдоба на сливках получается самый вкусный, очень нежный и очень сочный. Особенно сливочный вкус очень хорошо гармонирует именно с ягодной основой, ну или фруктовой. Для сдобного пирога само собой понадобятся ягоды. Я взяла набор ягод замороженных, там слива, клубника, смородина и вишня. Вкус получается отменным. В принципе, такой ягодный пирог абсолютно самодостаточный, его, в общем-то, не нужно даже никак украшать, он уже сам по себе украшение. В разрезе смотрится очень красиво и очень аппетитно, аромат стоит вообще на весь дом. Я делала пирог в 4 слоя, чтобы получилась максимальная воздушность и сочность пирога, но вы можете сделать, конечно, и в 1 слой. Кто хочет кисленький ягодный пирог, а не сладкий, то при варке ягодного курта кладите, конечно же, сахар в 2 раза меньше. Ну или вообще по вкусу, как вам самим нравится. Тесто получается очень пушистое, с красивой хрустящей корочкой, с едва такой заметной хрустинкой у теста сверху. Чтобы сделать ягодную начинку для сдобного пирога, возьмите пакет замороженных ягод, засыпьте туда 100 грамм сахара на 300 грамм ягод, немножечко лимонного сока и столовую ложку кукурузного крахмала. Поставьте это на средний огонь и просто уварите до слегка загущенного состояния. Это и будет наша ягодная начинка. После закипания на медленном огне проварите 1 минуту, и начинка станет прозрачной. Вот примерно такой, видите, слегка загустела. Сейчас будем делать тесто. Оно делается очень просто. В глубокую миску налейте сливки. Они должны быть слегка теплые, 36-38 градусов. Раскрошите туда живые дрожжи, как написано по рецепту, 10-12 грамм. Все хорошенечко перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте пару столовых ложек сахара. Опять перемешайте все хорошенечко. Добавьте в опару 2 столовые ложки с горкой муки. Опять все хорошенечко перемешайте. Теперь поставьте нашу опару минут на 20, просто при комнатной температуре. Не нужно ускорять температурным режимом поднятия опары, поэтому в тепло убирать не нужно. Просто оставьте на столе. Она приобретет консистенцию сметаны. Этого достаточно. Никакой грибной шапки высокой ждать не нужно. Дрожжи и так будут активированы и хорошо сработают в тесте. Теперь для замеса теста мы используем всю нашу опару. 20 минут прошло, вот она как сметана. Мы выливаем ее в глубокую посудину, где будем замешивать тесто уже с мукой. И добавляем сюда, естественно, пачку ванилина, так как у нас пирог сладкий. Все хорошенечко размешиваем. Вообще после каждого добавления чего-либо желательно промешивать. Сюда же добавляем желтки яичные и, конечно, добавляем мягкое сливочное масло. После добавления хорошенечко все перемешайте венчиком до однородной кремообразной массы. Если слегка масла будут кусочки, это ничего страшного. Примерно вот так выглядит наша заготовка перед тем, как добавлять в нее муку и водку. Водку добавлять в принципе не обязательно, но очень желательно, потому что водка это естественный разрыхлитель, который работает намного лучше соды или разрыхлителя того же самого. Вкуса водки в тесте у вас не будет, детям такой пирог можно. Но тесто с добавлением спиртного получает дополнительную пышность, воздушность и такую слегка хрусткость, очень приятную. Вообще я очень часто готовлю бисквит на водке, получается великолепно. Теперь в муку добавим оставшиеся сухие ингредиенты. Это соль и разрыхлитель. Тесто у нас получается очень необычное, то есть в нем и дрожжи, и разрыхлитель, и водка. Вообще для ягодных начинок, сладких, это очень хороший замес теста. Оставшуюся муку просейте частями в нашу заготовку и замесите такое мягкое, вязкое, липкое тесто. Так и должно быть. Я всегда делаю замес именно рукой, потому что так вы чувствуете структуру теста. Но можно, конечно, делать это силиконовой лопаткой, к ней, кстати, практически ничего не липнет. Муку подсыпайте постепенно, чтобы не пересыпать. Фишка в том, чтобы не сделать крутое тесто. Оно должно оставаться именно вязким, липким, влажным, очень подвижным. Вот примерно таким, видите? Теперь оберните миску с тестом целлофаном и поставьте на расстойку на 1 час.